Senin o küçük kafanda hayal bile edemeyeceğin şeyler yaparım sana Leyla. Sen benden korkacaksın. Ensendeyim Nur. Ama ben çocukluğumda aşık olduğum Leyla'mı istiyorum. Kötülüklerle beyni zihni bulanmış Leyla'yı değil. Söz veriyorum sevgilim. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. И я думаю, что я выбрала новую серию, за которой вам будет интересно следить, и я надеюсь, что вы будете следить за ней с удовольствием. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Как будет воспринят брак Лейлы и Дживана? Сможет ли Лейла отомстить Нуру за своего отца? Сможет ли Дживан уберечь Лейлу от зла? Примет ли он поражение в войне с Нур-Лейлой? Откажется ли Мали от Нура ради Ферды и их будущего ребенка? Как отреагируют люди в доме на переезд Нермин в дом Нура? Попытается ли Нур снова навредить Семи и Фидан, чтобы наказать Лейлу? Улучшатся ли отношения между Мали и ее матерью Гузит? Что сделает Джерин, когда узнает, что Дживан и Лейла женятся? Попытается ли Нур разлучить Лейлу и Дживана? Сможет ли Туфан развестись с Нур? Будут ли раскрыты уловки Нур, направленные на то, чтобы избежать развода с Туфаном? Покинет ли Серап дом после ловушки, которую им расставил Нур? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите отомстить Лейле Нур и заставить ее развестись с Туфаном, вернуться к жалкой жизни и начать счастливую супружескую жизнь с Дживаном, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Когда Сиван, он же Чина, возвращается домой и представляет своей семье свою жену Лейлу, на которой он внезапно женился, всех ждет небольшой шок. В то время как Туфан и Серап, самые счастливые в семье люди, принявшие это решение, Нур будет опустошена, когда снова увидит Лейлу и поймет, что не может от нее избавиться. В этот момент он, конечно, притворится счастливым и поздравит ее, но в первый же момент, когда он останется с Лейлой наедине, он захочет попросить объяснений. Лейла предпримет решительные шаги, чтобы составить план, как попросить Нура рассказать об отце и о тех плохих днях, которые он заставил ее пережить, когда она была маленькой, и попытается заставить Нура попасть в расставленные ею ловушки. Делая все это, он будет думать о каждом шаге Нур и изо всех сил стараться сделать это, не подвергая опасности своих близких. Он не отпустит Лейлу Нур, пока она не пожалеет о том, что сделала со своим отцом, и о всей жестокости, которую она ему причинила. Дживан захочет, чтобы Лейла прекратила это делать и держалась подальше от Нура. Поскольку он знает, что Нур очень опасна и что ее зло не знает границ, он постарается не допустить, чтобы Лейла пострадала. Но он очень боится, что амбиции Лейлы заставить Нура заплатить за это сделают ее похожей на ее мать Нур. Несмотря на то, что она дала ему обещание, он все еще не может убедить Лейлу сдаться. Нур будет очень разочарована, потому что она думала, что на этот раз оттолкнула Лейлу и избавилась от нее. В то же время он может осознать, что не сможет заставить Лейлу отказаться от желания отомстить и немного сменить тактику. Но я думаю, что это временно. Однако, когда Нур увидит перед собой свою мать Нермин, она снова испытает шок и дойдет до точки безумия. В то же время он станет еще более беспомощным, поскольку поддержка Мали будет прекращена. Но Нур, который знает, что Лейла больше всего ценит своих близких, попытается снова нанести удар по тому же месту. На этот раз вместо Семы Ханем и Фидан он может составить план относительно своего собственного сына Дживана. Он заключил сделку с Мали Лейлой, что если она приведет в особняк мать Нура Нермин, он будет держать ее подальше от этих дел. Несмотря на финансовые трудности, ему удалось это сделать. Конечно, за этим успехом стоит его мать Гузиди. Когда Мали открыто рассказывает матери о своих проблемах и просит о помощи, Гузиди не отказывает в искренней просьбе Мали, которая, в конце концов, является ее ребенком, и она поможет ему, чтобы его брак не распался и ему не пришлось разлучен со своим ребенком, и на этот раз он может быть отцом по-настоящему, чтобы другой ребенок не рос без отца, как это было в Сиване. Благодаря этой помощи Мали начнет сближаться со своей матерью, и отношения между матерью и сыном начнут улучшаться. Что касается Серин,
то она делает все возможное, чтобы ее не бросили из-за ее навязчивой любви к Сивану. Однако у Дживана был роман с Лейлой, пока она не появилась перед ним. Узнав Лейлу поближе, он понял, что на самом деле она пыталась заполнить пустоту между Джерином и Лейлой, и с каждым днем она отдалялась от него. И наконец он женился на своей настоящей любви, Лейле. Когда Джерин услышит это, она впадет в психологическую депрессию и будет опустошена. Раскрытие его последнего плана разлучить их также приведет к ухудшению его психологического состояния. Если Нур заметит эту ситуацию, она может организовать игру с использованием Джерин, чтобы разлучить Дживана и Лейлу. Поскольку Джерин не может мыслить логически, она может делать все, что говорит Нур, не задавая вопросов, и хотеть вернуть Дживана. Когда Нур теряет надежду во всем, она каждый день начинает строить новые интриги, надеясь, что если Дживан и Лейла разведутся, она сможет держать их подальше от особняка до тех пор. Лейла и Дживан преодолеют все эти препятствия и станут еще более преданными своему браку и друг другу. С другой стороны, Нур Туфан попытается собрать доказательства, чтобы укрепить свои позиции, чтобы он не разводился с ней, а если он это сделает, она сможет забрать все ее имущество. Он попытается воспользоваться этим, поместив камеры внутрь так называемых семейных фотографий, развешанных по всему дому, и запечатлевая моменты, когда Туфан и Серап сближаются. Когда Туфан говорит, что Нур теперь согласен на развод и поэтому нет причин не разводиться, Нур может шантажировать его этими изображениями. Поскольку все активы, принадлежащие Туфану, записаны на имя Лейлы, она может договориться о разводе, если вы отдадите ей часть этих активов. Когда Туфан увидит эти образы, он поймет, пусть даже немного, насколько на самом деле плоха женщина Нур и примет ее как опасную. После того, как Серап и Туфан узнают обо всем этом, Серап больше не захочет оставаться в этом особняке, даже если Туфан этого не захочет. Серап, давно понявший, что зло Нура не знает границ, отступит, чтобы не причинить вреда Туфану. Как вы думаете, заставят ли действия Нур Туфана отказаться от развода? Что произойдет между Нермин и Нур? Как будет развиваться брак Дживана и Лейлы? Испортятся ли отношения Лейлы и Дживана из-за Нура? Что произойдет между Фидан и Куршетом? Смогут ли Гузиди и Мали быть как мать и сын? Что произойдет в войне между Лейлой и Нуром? Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.